Всем привет. Сегодня у нас расклад про предназначение твое. Посмотрим сильные стороны и следующий шаг. И давайте в долгий ящик откладывать не будем. Все самое интересное в закрепленном комментарии. Ссылки есть. У кого кое-как работает YouTube, не прогружается, я еще раз повторяю, все дублируется на Бусти. Ссылка в описании. Чтобы посмотреть, регистрироваться не нужно, но через неделю видео закрываются, потому что Бусти это все-таки не площадка для видео, да, это площадка для подписок. Поэтому подписывайтесь, не стесняйтесь, и там хорошо будет прогружаться. Проживание арканов, как попасть, люди спрашивают. Нажимаете, заходите на Бусти, самый верхний комментарий есть, подписаться. Там, где магический чат, колоды и так далее, макеты. Туда нажимаете «Подписаться», заходите в магический чат, только вот где подписаться вы внимательно прочитайте, потому что там написано, как подключить Telegram. Если что-то непонятно, там есть ссылка на магический чат. Заходите, мне пишите в личку, я не могу там Telegram прикрепить и так далее, я вам помогу. Итак, ничего сложного нет на самом деле. Если уж бабушка 83-6-летняя сумела все сделать, то вы уж подавно сделаете. Итак, давайте начнем наш расклад. Единички. Смотрите, первые две карты это как бы сигнификация, но и предназначение смотрим. То есть кто ты, твое предназначение. Вот жизнь у тебя сейчас, знаешь, по картам, как будто застыла. Я не буду говорить, что ты лентяйка, да, потому что мы друг друга любим с тобой, поэтому жизнь застыла у тебя. В себя ты ушла от всего, прям закрылась в кокон. Но я еще раз повторяюсь, это не слабость вовсе, это подготовка у тебя к чему-то масштабному. Сейчас ты реально нуждаешься вот в отдыхе, в переосмыслении. Сейчас ты не можешь ничего начать. А в принципе-то и не надо по картам. Просто лежи, силы восстанавливай, как физические, так и моральные, и вообще все. Тебе сейчас на данный момент нужно побыть одной со своими мыслями. Разобраться нужно с тем грузом, который ты на себя взвалил. А потом грянет переворот. Такое еще, что мало не покажется. Ты получишь возможность все начать с чистого листа. И это будет связано вот с искуплением каких-то старых грехов твоих. Хотя не обязательно твоих. Возможно, это карма семьи или даже рода, я бы сказал. Тебе придется взять на себя ответственность за то, что ты, как сказать, за ситуацию, которая вышла из-под контроля когда-то давно. И вот этот переломный момент, он потребует от тебя решительности и готовности к изменениям. Но ты сейчас пока в спячке, сил набираешься, восстанавливаешься перед вот этим большим рывком. А твое предназначение сейчас – это не бежать вперед, сломя голову, да, а дождаться своего часа и действовать быстро и четко. На данный момент время тишины и покоя, поэтому используй его с умом, потому что после него на тебя обрушится прям поток событий, которые всю твою жизнь навсегда изменят, понимаешь?
Какие твои сильные стороны? У тебя бешеная скорость реакции, у тебя бешеные энергии, прям вот фонтан. Ты можешь одновременно хвататься за кучу дел, и при этом ты не теряешь концентрации. Тебе нравятся вот движения, перемены, там, новые проекты. Если долго на одном месте сидишь, то с ума сходишь. Но в чем загвоздка? Ты часто начинаешь много всего, а доводишь до конца не все. Мало доводишь. У тебя куча идей, но не всегда хватает упорства, чтобы вот эти идеи реализовать. А еще тебе нравится быть в центре внимания. Тебе нравится людям, вот так вот скажем. Одобрение получать. А слабость твоя, знаешь, потому что вот ради этого всего ты можешь пойти на компромисс со своими принципами. Но если ты научишься направлять свою энергию в нужное русло и доводить начатое до конца, тебе равных не будет. Вот это как раз тоже прорабатывается в проживании арканов. Прям вот доводить до конца. Те, кто привыкли вот, когда в жертве сидят, там, как сказать, лентяйки, они из шута еще сбегают, даже не начиная проживание. А у тебя все для того, чтобы достичь больших успехов есть. У тебя скорость мышления, энтузиазм, умение людей убеждать. Просто нужно перестать распыляться и начинать научиться вот выбирать приоритеты, понимаешь? И самое главное, хватит всем угождать. Делай то, что считаешь нужным, а мнение окружающих оставь этим окружающим. Твоя сила, она только в твоей энергии, в твоей уверенности. И не позволяй другим превратить вот это все, как говорится, в управление, как сказать, в манипуляции тобой. Какой следующий шаг твой? Ну, знаешь, сейчас у тебя полный крах с деньгами, с ресурсами. То есть ни энергии, ни денег. Вот так вот. И чувствуешь ты себя сейчас брошенной, как будто все тебя забыли. Тебе кажется, что никто не понимает тебя, никто не понимает твоих проблем, никто не готов помочь. Неприятно, но такова реальность. Тут уж я ничего поделать не могу. И всегда помни, да, что я-то у тебя есть. И знаешь, вот в твоем случае никто не поможет. Придется разбираться самой. Сейчас, знаешь, тебе после отдыха нужно искать выход из вот этой ситуации, потому что если ты ничего делать не будешь, то все станет только хуже. Ты чувствовать себя будешь еще более беспомощной, еще более одинокой. Но в чем дело? У тебя есть скрытые знания, у тебя интуиция сильна, которые могут помочь тебе найти решение. Только нужно научиться своей интуиции доверять. Вот сейчас ты отдыхаешь. Отстранись от всего вот этого внешнего шума, новости не читай, новости не смотри и прислушайся к своему внутреннему голосу. Вот он подскажет тебе правильный путь. И помощи не бойся просить, кто действительно может ее оказать. Но помни, рассчитывать нужно только на себя. Чудес не будет. А просто вот делай то, что можешь, и верь в свои силы. Сейчас у тебя время самокопашек, да? Поиска новых источников дохода. Вот подумай о том, что ты умеешь делать хорошо, и попробуй монетизировать вот эти свои навыки. Еще раз повторяю, не забывай про интуицию. Она сейчас твое главное оружие вот во всей вот этой ситуации. Понимаешь? Все нужно брать в свои руки. Вот давай мы с тобой договоримся. Отдыхаешь, новости не смотришь, вот недельку отдохни, а потом посмотрим.
Итак, давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Первый вопрос: кто ты и твое предназначение? Ну, знаешь, ты человек по картам, который прям умеет кайфовать от жизни, но при этом голову, конечно же, не теряет. У тебя вот все всегда должно быть красиво, комфортно вокруг, чтобы люди были, которые тебя ценят. Ты любишь, когда все по плану идет, когда есть гарантии стабильности. Тебе важны на данный момент достижения, аплодисменты, признание, чтобы вот все вокруг видели, чего ты добилась. Но это все внешнее. А внутри у тебя огромный запас силы. Прям вот животной энергии, я бы сказал, которую ты даже походу не понимаешь, не осознаешь. Вот ты можешь горы свернуть, если захочешь. Только ты обычно что делаешь? Ну, ты предпочитаешь не напрягаться, наслаждаться тем, что есть. А твое предназначение — находить гармонию между своими желаниями и способностью добиваться их, используя всю свою вот эту внутреннюю мощь. Ты создана для того, чтобы быть успешной и счастливой женщиной, но тебе придется перестать бояться себя проявлять и брать за свою жизнь ответственность в свои руки. Ты судьбой умеешь управлять. Только сама ты об этом не догадываешься даже. Понимаешь? Просто ты еще пока не поняла вот это все до конца. Вот тебе свою энергию нужно направлять, научиться во что-то такое созидательное, а не тратить ее там на пустые переживания, на самокопание и вот это вот все негативное. Какая у тебя сторона сильная? Ну, знаешь, у тебя сейчас и так проблем в голове полно прям. Ты как будто от всего устала, и тебе ничего не хочется. На данный момент тебе все кажется скучным, однообразным, серым, и ты постоянно ждешь чего-то особенного. Но сама ты при этом ничего не делаешь, чтобы это изменить. Вот твои сильные стороны, они и тонут в этой апатии твоей. У тебя же невероятная способность к интуиции, к пониманию скрытых мотивов людей. Ты прям чувствуешь правду попой, я бы сказал. Даже там чувствуешь правду, где ее никто другой не видит. Но ты игнорируешь эти сигналы. Ты предпочитаешь жить в мире своих эфемерных иллюзий. Ты умеешь сглаживать углы, там, компромиссы находить, но ты часто жертвуешь своими интересами ради спокойствия других. Это твоя проблема. Ты слишком заботишься о чужом мнении и вообще забываешь о себе. У тебя огромнейший потенциал есть для развития духовного, там, для познания себя, там, окружающего мира, но ты это не используешь. Ты просто по течению плывешь, боясь сделать шаг хотя бы в сторону. Да, у тебя шаг влево, шаг вправо — и это побег. А вот твоя сила — это умение сохранять спокойствие, умение сохранять равновесие в абсолютно любой ситуации. Но ты тратишь ее на то, чтобы проблемы избегать, а не решать их. У тебя есть все для того, чтобы быть счастливой и успешной, но ты сама себе мешаешь. Понимаешь? Вот какой следующий шаг? Хватит сидеть сложа руки. Сейчас вот самое время действовать, браться за новые проекты, пробовать что-то новое. Это твой следующий шаг. У тебя есть все возможности для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, только ты должна перестать бояться и начать действовать. А ты играешь из себя серую мышку. Это знаешь, вот как... Вот ты у меня сейчас, я тебе скажу по вкусу. Ты такая
Я объясню. Если ты впервые меня смотришь, для меня люди, слова и так далее ассоциируются со вкусом. Я не знаю почему, но вот так. Вот ты у меня как чили-перчик, но запитый молоком. Вот чтобы, как тебе объяснить-то? Вот когда много людей кушают остро, они запивают молоком, если ты не знаешь, чтобы затушить этот огонь. Вот ты, вот этот чили-перчик жгучий, в тебе огонь прям. Я не знаю, не помню, как называются вот эти вот шкала остроты. Что-то какое-то слово такое интересное. Если знаешь, напомни мне в комментарии. Ну вот есть шкала остроты, вот ты в самом верху. Но ты запитая молоком. Ты свою харизму, свой интеллект, ты душишь. Молоком заливаешь, тушишь. Пожар свой тушишь. А этот пожар, он у тебя может тебя самый счастливый на свете сделать. Ты прям рождена быть миллиардером. Бизнес-вумен. А ты продавец в пятерочке, извини меня. Твое место, как говорится, на пьедестале, среди, как говорится, звезд. А ты молоком свой перчик заливаешь. Понимаешь? Ну, вот на данный момент ты свои мечты все абсолютно в реальность можешь воплотить. Но на данный момент не торопись. Не пытайся все везде и сразу, потому что ты опять распылишься, опять свой перчик молоком зальешь. Действуй последовательно, шаг за шагом, потому что сейчас, если бросишься во все тяжкие, да, тебя ждет жестокое разочарование и боль. Поэтому будь осторожна со своими словами, со своими поступками, потому что они могут нанести вред тебе, как сказать, не только тебе, но и окружающим. Ты добиться всего можешь, чего только захочешь, но для этого тебе придется заплатить определенную цену. Тебе придется отказаться от старых привычек каких-то, от убеждений, даже от отношений, чтобы освободить место для нового. И будь готова к тому, что не все тебя будут поддерживать. Вот, знаешь, в проживании многие люди теряют там близких подруг и так далее, потому что подруги уходят из-за того, что перестают люди быть им удобными, понимаешь? Вот многие как живут? У них есть подруги, но это змеи. И они рядом, пока ты удобная, пока ты приносишь, ну, какой-то плюс им, понимаешь? И вот у тебя точно так же. Поэтому готовься, что некоторые люди завидовать будут твоим успехам. Другие там просто уйдут, потому что ты перестала быть удобной. Но это останавливать тебя не должно. Просто помни, что за каждым успехом есть своя цена. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Ну, я вас не сомневался, туз жезлов и звезда, но туз огня и звезда, ну как вот тебя трактовать? Тут даже не надо говорить, троечки — это троечки. Итак, все-таки есть люди, которые меня впервые смотрят. Первый вопрос — сигнификация, кто ты и твое предназначение. А ты — чистая энергия. Ну, а как я тебе по-другому скажу? Ты знаешь, ты девчонка-зажигалка. Вот скажем, мне 59 лет, какая я девчонка, девчонка. Вот представляешь, девчонка-зажигалка. И вот тебе постоянно что-то нужно начинать. Знаешь, тебе постоянно нужно дергать мир к себе. Твоя задача — это создавать новое из ничего.
Ты лидер прирожденный, не говори, что это не так. Если это не так, значит, ты себя заглушила. Ты инициатор всего и вся. Но ты никак не тиран, нет, ты вдохновитель. Только вот эта твоя энергия, она как вот знаешь, как ракета без системы наведения. Можешь и в космос улететь, а можешь и в стену врезаться. И, и по звезде ты реально веришь во что-то больше, чем просто материальный мир. Не то чтобы прям мистическое, да, но у тебя надежда есть, вера в лучшее, вера в светлое будущее. Вот это твой компас. И знаешь, твое предназначение не в том, чтобы конкретно чего-то достичь, а в том, чтобы зажигать других своих энергий и направлять ее на что-то вот доброе и возвышенное. Понимаешь? Ты можешь быть там организатором праздников, каких-нибудь акций, там ты муза. Во, вспомнил, слово забыл просто, муза ты, понимаешь? Ты любого человека можешь взять, засунуть в него надежду, веру и все, понимаешь? Только помни, что одна энергия без направления — это просто хаос. Тебе нужен маяк, то есть цель, куда вот эту энергию направить. Иначе просто выгоришь и других за собой утянешь. А что тут сказать по-другому? Твои сильные стороны — ты железная женщина. Ну а как тебе сказать? У тебя всегда все под контролем. Все по полочкам, все структурно, никаких соплей размазываний. Ты умеешь прям стабильность создавать, комфорт, надежный фундамент строить. Если ты до сих пор не бизнес-леди, то я сомневаюсь в этом. Ну, что ты не бизнес-леди. Тебе вот приключения ради приключений не нужны. Тебе нужна уверенность в завтрашнем дне. Крыша, как говорится, над головой. Полная чашка чая ромашкового. Но тут есть загвоздка. Ты настолько привыкла сейчас к этой стабильности, что ты боишься выйти за ее предел. У тебя все хорошо, да, но внутри сидит тоска какая-то непонятная, да, вот какая-то неудовлетворенность. Все вроде есть, а неудовлетворенность тоже присутствует. Вот ты смотришь на других, да, которые там рискуют, путешествуют, свою жизнь меняют, и тихонько завидуешь. Вот восьмерка кубков, она про то, что ты оставила что-то важное в прошлом. Возможно, какую-то мечту, влечение ради вот этой самой стабильности. И сейчас вот это прошлое, оно тянет тебя назад и говорит там: а вдруг, девочка, а вдруг, давай. Твоя сила, она не только в умении строить, она и в способности старое отпускать, чтобы освободить место для нового. Поэтому не бойся признаться себе, что чего-то тебе не хватает. И начинай искать вот это вот, что заполнит твою пустоту. Понимаешь? Следующий шаг какой, тут понятно. Сидеть на месте хватит. Пора действовать. Прям решительно, прямолинейно, с огоньком. Тебе нужно с плеча начать рубить, не бояться конфликтов и границ свои обозначать. Ты сейчас в ситуации, когда вот все старое уже не работает, а новый там метод еще не придуман. И вот эта неопределенность, она тебя пугает. Но выход один. Инициативу в свои руки берешь и начинаешь действовать. Вот туз мечей, он про то, что тебе нужно принять сложное решение, возможно, пойти на разрыв каких-то отношений, да? И это больно будет, да, но необходимо для твоего дальнейшего развития. Помощи со стороны не будет, только на себя рассчитываешь. А этот паж жезлов, он говорит о том, что у тебя есть отличная возможность начать новый проект. Получить новое образование, отправиться в путешествие. Новое. Вообще сделать то, о чем ты давно мечтала. Это твой следующий шаг. Только знаешь, проблема есть у тебя. Откладывание на потом.
Никаких на потом. Действуй прямо сегодня, прямо сейчас. Не бойся показаться там наивной или неопытной. Не думай, что другие подумают, всем насрать. Учись на ходу, пробуй новое, экспериментируй. Сейчас твой следующий шаг — это смелость и решительность. Это вот твое оружие в бою за счастье. А больше по-другому тут никак не скажешь. И самое главное, всегда помни, что дед всегда рядом.